Всем привет, дорогие друзья и гости канала! Сегодня я приготовила для вас нечто особенное. Я решила поэкспериментировать и придать любимому суши-торту необычную форму паски. Это не просто блюдо, а украшение праздничного стола. Идеальный вариант для тех, кто ищет альтернативу привычным блюдам. Давайте покажу, как создать эту красоту. Все необходимые ингредиенты, как всегда, вы найдете под этим видео. Хорошо промываем рис для суши, заливаем водой и отправляем вариться. А пока он готовится, давайте сделаем творожно-сливочный крем. Слегка взбиваем творожный сыр, а жирные сливки взбиваем отдельно до пышности. По желанию к сыру можно добавить немного сахарной пудры и щепотку соли. Объединяем все вместе до однородной текстуры. Готовый крем пока убираем в холодильник. Рис уже готов. Перекладываем его в форму и даем немного остыть. В яблочный уксус добавляем сахар, соль и перемешиваем до растворения. Заправляем наш рис. Аккуратно перемешиваем. Важно заправлять именно теплый рис. Далее подготавливаем две небольшие формы размером 11 на 12 сантиметров. Теперь в формы укладываем листы нори. Каждый лист разрезаем пополам и выкладываем по бокам формы. А также застилаем дно. Делаем так, как показано на видео. Листы нори должны покрывать форму снизу и по бокам. Если где-то они лягут не совсем плотно, рис все потом зафиксирует. Теперь выкладываем рис на дно и по бокам формы, примерно слоем в 1 сантиметр. Делать это удобнее всего влажными руками. Сначала тщательно утрамбовываем дно, затем аккуратно формируем и прижимаем края. Для удобства утрамбовываем рис любым подходящим приспособлением. У меня отлично подошла чаша от блендера. Заготовки готовы, переходим к приготовлению начинки. Крабовые палочки мелко нарезаем. Добавляем к ним икру мойвы. Все перемешиваем. Красную соленую рыбу нарезаем небольшим кубиком. Огурец также нарезаем небольшим кубиком, слегка присаливаем и даем стечь лишней жидкости. Авокадо чистим и аналогично нарезаем небольшими кубиками.
Сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не потемнел. Далее начиняем наши суши-тортики в форме паски. Первым слоем выкладываем красную рыбу и слегка утрамбовываем. Далее смазываем подготовленным кремом. В начинку я добавила немного майонеза для более насыщенного вкуса, а основную, большую часть крема отложила для украшения. Следующим слоем добавляем огурец. Далее крабовые палочки с икрой мойвы. Немного разравниваем и утрамбовываем. Далее наносим слой начинки из крема. Выкладываем слой авокадо. Затем следующий слой отварного риса. Смазываем кремовой начинкой. Далее слой красной икры. Имитация тоже подойдет. Накрываем наши пасочки оставшимся рисом, полностью закрывая начинку со всех сторон. Отправляем в холодильник примерно на 30 минут. Тем временем готовлю зеленое украшение. Лучше подойдет микрозелень, но у меня ее не оказалось, поэтому я тонко нарезала зеленый лук и замочила в ледяной воде. Он закрутился в спиральке и выглядит довольно интересно. Замачивание в ледяной воде помогает нейтрализовать резкость зеленого лука. Далее достаем наши пасочки и аккуратно снимаем форму. Получается очень красиво и аккуратно. Затем при помощи кондитерского мешка и насадки создаем красивую кремовую шапочку. Украшаем наши верхушки, аккуратно выкладываем красную икру на нежную кремовую шапочку. И завершаем декор зелеными спиральками. Смотрите, какие у нас получились суши-тортики в форме паски. Яркие, красивые и очень аппетитные. Это необычная и эффектная подача, которая точно удивит гостей и украсит праздничный стол. Идеальный вариант для весеннего праздника Пасхи, когда хочется приготовить что-то особенное, вкусное и нестандартное. А вот и разрез, аккуратные слои, нежная текстура и очень аппетитный вид. Готовьте с вдохновением. Всем пока!